Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна. Это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Давно не записывала таких видео. Закупала я всю эту пряжу на Валбересе, потому что почему-то на моем любимом сайте данной пряжи нет. Да? Я говорю про пряжу Форза новой расцветки. Вот только-только я пришла, как говорится, с улицы и думаю, по горячим следам все запишу. Потому что если я все открою сама, то, как говорю, и не сяду уже за камеру. Вот, значит, я взяла все оттеночки Форзы. Приходят они вот в таких вот упаковочках. Взяла вот именно, мне понравилось, что есть на сайте вот такие вот наборы. Тут каждого цвета по одной штуке. Можно, как говорится, присмотреться и выбрать потом полюбившийся, да, тебе расцветку. Вот все, получается, расцветочки. И то, чего не было на сайте в наборах, получается, вот этого цвета не было. Вот этого и вот этого. Я заказала по два, потому что по одному было дорого, да, покупать. Почему-то, ну, когда берешь больше, получается дешевле, да, пряжа. Это тоже получается купить 3 дешевле, чем 2. Ну, там разница не такая большая. А один моточек вообще дорого стоит. Я сейчас все это открою за кадром, чтобы не шуршать, да, и вернусь к вам и вместе рассмотрим все эти оттенки новые. Ну вот, освободила я свои моточки. Вот этот цвет попался мне дважды, но ничего страшного, найдем и ему применение. Вот 11 новых цветовых расцветок у нас получается, цветовая палитра. Вот это новая. Предыдущего у меня парочку мотков только есть. Расцветки это вот такая Форза и вот такая. Остальное мне почему-то визуально не понравилось, да, как выглядит. И по тактильным ощущениям, мне кажется, что эта пряжа немножко другая. Может быть, обработка другая, но она как будто бы, ну, менее такая, знаете, как, ну, не такая колючая и шершавая, как та, да, Форза. Значит, здесь у нас, как я сказала, 11 расцветок, и начнем с каждой по порядку. Значит, первая, это у нас серия 2601. Это вот такая, ну, у вас немножко потемнее показывает, передаются цвета, они чуть-чуть светлее. Это классический носочный состав. В 100 граммах 420 метров. 75% шерсти, 25% полиамида. Все носочки свои с таким составом я вяжу на 2,75, потому что я вяжу плотненько. Ну, могу связать на 2,5, но меньше спицы я не беру. Вот, это 2601 цвет. Как видите, да, здесь такие припыленные больше фиолетовые, да, цвета, черный, красный, коричневый. Вот такой вот моточек. Далее 2602, очень нежная расцветка. Тоже вам ярко передается она. Здесь такие крапушки мы уже наблюдаем, видите, вкрапления. Здесь будет по-другому, мне кажется, выкладываться полосочки. Здесь получается тоже бежевые, красные, голубые, желтые, оранжевые цвета. Дальше 2603. Вот, да, ярко-ярко передается. Вот все, что вы видите на экране, надо немножко припылить, и тогда цвет будет точный. Это очень красивая расцветка, мне она тоже очень понравилась. Такая прям весенняя-весенняя. Дальше 2604. Тоже классная. Прям хочется повязать с нее. Приятная пряжа, правда, очень приятная, мягкая. Ниточка хорошо скрученная. Не, ну, такая, как не пружинит вообще. И вот видите, все оттенки зеленого здесь собраны. Это уже, знаете, такая, я не знаю, можно сказать, ранняя весна, что ли. Или даже не весна, это, скорее всего, осень. Еще есть зеленые листочки, но и есть желтые листики, уже начинают появляться. Вот. Дальше 2605. Ну, это прям
осень-осень. Уже все, хмурые облака, да, тяжелые тучи, листва вся желтая-желтая. Вот такая вот расцветочка. Далее, самая темная, и над которой я вообще сомневалась, брать или не брать мне эту расцветку. Но думаю, для мужских носочков она будет просто идеальна. Здесь в основном черный, графитовый, переходящий в светло-серый, темно-серый. И есть немножко, как вы видите, проблески такого, знаете, грязно-голубого, я вот так бы сказала. Вот такой цвет. Еще раз повторюсь, 2606. Следующий у нас 2607. Ну, это такой цвет, как единорога, так можно сказать, да. Здесь такой самый-самый яркий цвет. Такого плана цвета есть расцветка у Нака. Вот. 2607. 2608. Ну, тут такой вообще... можно вот эти два сравнить. Они как будто бы визуально похожи, но здесь преобладает розовый, красный, ярко-желтый, а здесь более приглушенные, да, тона, и здесь более черный побольше. Это 2601, а это 2608. Вот что-то схожее есть. Здесь вот желтенький, яркий такой, а здесь вместо желтого, да, коричневый сделан. Вот чем-то эти пряжи друг с другом похожи. Расцветки с друг другом похожи. Это такая вообще необычная. Это вот точно, вот это напоминает мне радугу. Но радугу не яркую, а радугу темную. Здесь получается зеленый цвет есть, желтый есть, синий есть, оранжевый, красный. Вот так, если поглядеть, да? Вот все. Но она не такая, не нежная, а именно такая хмурая радужка. Этот цвет у нас 2609. Это такой нежная расцветочка. Посмотрите, какая классная. Это 2610. Очень, кстати, этот цвет популярный, многим нравится. Он тоже вживую намного нежнее смотрится. Здесь уже больше фиолетовый, голубенький, оранжевый. Вот. Смотрите, какая красота. Но тут будет все выкладываться в полоски. Не знаю, будет жаккард или нет. Обязательно, когда буду вязать со всей этой пряжи, буду показывать. Я в этом году вяжу очень мало носочков, поэтому у меня такой стратегический запас. Вот, а это такой хмурое, ноябрьское, наверное. Не знаю даже, как сказать. Да, скорее всего, ноябрьское небо. И такие уже под конец октября-ноября на деревьях не найдешь зелени. Листочки оранжевые, красные, темно-коричневые. Ну и земля, наверное, вот такой вот темно-темно-коричневые полоски здесь, переходящие, знаете, даже в черный. Да, тут не черный, а темно-темно-синий, вот такой цвет. Вам не передается он, но я думаю, что вот так вот видно. И это последняя расцветка 2611. Цвета все классные, все, абсолютно все. Даже вот этот темный, который я не хотела брать, он тоже очень такой прикольный. Можно, кстати, его тоже комбинировать. На нем будет классно смотреться жаккард, если его брать основным цветом и, допустим, чем-то это с белым комбинировать. Вообще будет классно. Надо вообще-то попробовать. Вот такие у меня новые моточки. Я очень рада. Давно не покупала пряжу носочную. Вот, давайте сейчас покажу вам еще, что у меня есть. Так, еще я решила заказать пряжу Wool Time. Эта пряжа всем известная, но она мне как-то... Один раз я ее только заказывала, когда только-только она вышла. Видимо, может быть, первые партии не очень качественные были, не знаю. У меня пряжа прям красилась, я такая была расстроенная. И второго шанса я ей тогда не дала. Но у меня пришла посылка. Кто, может быть, смотрел, кто подписан на меня. Новогодний бумеранг. И там была пряжа тоже Wool Time. И, кстати, вот осталось у меня тут кусочек. Сейчас надо будет посмотреть. Ну, чуть-чуть отличается, но это не страшно. Номера
я думаю, такие же, только партия будет другая. Так, это 161 колор, да, 161, только партия, естественно, другая, поэтому цвет может отличаться. Вот, и, значит, я взяла вот этот моточек себе и связала с него манишку. Слушайте, мне очень понравилось, и поэтому, думаю, надо дать второй шанс этой все-таки пряже. И взять такие нейтральные тона, которые бы наверняка краску бы не отдавали. Но так как я брала наборами, чтобы было не по 2 штуки, да, а по одной, вот этот цвет мне попался в наборе, как вы видели. Но думаю, что он не будет сильно линять. Ну, во всяком случае, я со светлой пряжей его комбинировать не буду. Будет как отдельное какое-либо изделие. Вот, как видите, манишку я связала, да, и у меня детскую еще вот осталась пряжа. И я вот поэтому взяла вот этот цвет, буду комбинировать и вязать манишку для мамы. Вот. Давайте посмотрим, что за цвета это. Это тоже носочный состав у этой пряжи, но очень многие вяжут из нее плечевые изделия. Я бы тоже с удовольствием бы связала плечевое, если бы не кололась. Пряжа колкая. Значит, здесь у нас такой же носочный состав: 75% шерсти, 25% полиамида, но здесь в 100 граммах 200 метров. Так, значит, вот этот темный цвет, он такой, знаете, как терракотовый. И он не однородный такой, интересный цвет. Эон 588. Это у нас цвет пыльная роза, цвет 161. Здесь это такой цвет, как полыни называют, да, его. Ну, красивый такой, зеленый. 274. Это такой серый цвет, серый меланж, 152. Кстати, 152 цвет у Alize Superwash тоже придет ко мне, я с него буду вязать шаль. Цвет мне этот очень нравится, который Superwash. С него классные, красивые носочки получаются. Он не однотонно серый, не однородный, а вот именно вот он такой вот меланжевый. Это, по-моему, молочный цвет у нас, 01, не чисто белый. И здесь такой кофейный цвет, 581. Вот он, тоже классный. Так что вот такие моточки, они у меня пойдут именно в такие, знаете, манишки повязать. Ну, что-то такое сделать, там, может, шарфики. Ну, не знаю, может быть, и свяжу носки. Но в такие толстые носки только, мне кажется, дома носить можно, да. Я не знаю, в обувь можно ли такие одевать. Я в свою обувь точно не влезу в таких. Но я вязала из секционки следочки. Ходить в следочках мне комфортно, да, дома. Я хожу в следочках из Wooltime. Так, давайте их положу сюда повыше. Покажу вам еще, что мне пришло. Значит, заказывала я пряжу. Сейчас еще вступила в совместный проект Шалимания. И заказала вот такие 2 моточка пряжи. Но я не думала, что они будут такие маленькие. По фотографиям непонятно. Так, сейчас вот так открою. Я тут уже этикетку сняла, просто хотела найти начало. Непонятно по фотографиям, что этот моточек маленький. Я думала, что это бобинки, которые вот, ну, похожи на Росгарден, да, как от Ярнарта. Ну, то есть они такие большие. А они по факту, видите, какие маленькие. То есть вот, если вы увидите такую пряжу, да, на сайте, чтобы вы понимали, что она вот с ладошку. По составу здесь в 100 граммах 650 метров идет. В принципе, на одну какую-нибудь, на один бы платок, это бы мне хватило, там, или на шаль какую-либо. И в 100 граммах 650 метров. Это китайская пряжа, да, вот так вот называется. Не знаю, как это. Градуал, макаронс какой-то, не знаю. Здесь состав написан. Что-то 30% чего-то, 70% чего-то. И 8% тоже чего-то. Так, на русском я не знаю, переведено или не переведено. Здесь вот что-то заклеено.
Так. Нет, нету перевода. Ну, здесь, я думаю, что тут, наверное, синтетика есть, да, может быть акрил, может быть шерсть. Ну, такая ниточка очень нежная, приятная. Самое главное, что хотя бы понять, сколько тут метраж. Вот сейчас покажу вам. Вот она такая тонюсенькая. Вот, смотрите. Вот она такая тонюсенькая, и она такая, как неравномерная. Идет такой тонкий-тонкий шнурок, как будто бы хлопок, и на него вот накручен, как будто бы такое что-то шерстяное, да, такое ворсистое. Расцветка, как видите, такая нежная. Этим-то меня это все и подкупило. Но рекомендаций по спицам нет. И я думаю, что, может быть, попробовать шаль связать с нее, взять спицы номер 3 и попробовать. Что, попытка-то не пытка. Здесь получается у нас 650 грамм. В принципе, должно хватить, я так думаю. Ализе же одного моточка Ализе там 530 грамм хватает, а тут 530 метров, я имею в виду. А здесь метраж побольше. Ну и второй моточек. Видите, такие пастельные тона красивые, розовые, фиолетовые и, по-моему, мятный, да, цвет. Так что есть они на Валбересе. Бывают даже по 2 моточка продаются. Но я думала, по одному возьму, посмотрю хотя бы, что это такое. Вот. Так что это моточки, которые помещаются в ладошку. Так, еще одна покупка у меня на Валбересе была. Это я взяла себе набор спиц. Спиц мне сейчас катастрофически не хватает, потому что я очень во многих совместных проектах, да, состою. Приходят они вот в таком пакетике. Это обычные китайские спицы. Книтинг называется. Вот они. Девочки хвалили их. И я решила, думаю, пусть они у меня тоже будут. Тем более вот здесь, значит, начинается 2,5, 2,25, 2,75, 3, 3,25, 3,75, 4, 4,5, 5 и 6. Нет, 2,5 номера. Вот как-то они перепрыгнули. Вроде так вот визуально леска хорошая, соединение тоже хорошее. Давайте вот могу одну открыть. Не открывала, не смотрела пока что. Вот. Ну, вроде как будто бы леска без памяти. Как будто бы. Ну, посмотрим. Спицы, естественно, такие легенькие. Кончики у спиц острые. Я бы сказала, острые, большие. Тут гравировка есть. Я, конечно, наверное, вы ее не увидите, даже если я приближу. Тут вот прям написано на них, какой номер. Тоже это очень приятно. Значит, леска у меня, по-моему, 80 сантиметров. Ну, мне достаточно. 100-сантиметровые, я вообще люблю больше 100 сантиметров, но они закончились. Вот не было на сайте. И переход здесь от лески к самой вот спице очень мягкий. Ну, я думаю, что я буду довольна этими спицами, потому что все довольны, я тоже буду довольна. Я не думаю, что... Китайские вообще мне нравятся спицы, девочки, что бы ни говорили. Ну, может быть, и которые спицы дорогущие, да, там, Ади, Чиагу или еще вот девчонки там вяжут. Может, они, естественно, по качеству другие. Но я не знаю, я не пробовала, мне сравнить не с чем, да. У меня только вот есть Knit Pro спицы, тоже там разноцветная леска. Но я вам могу сказать, что размер от размера отличается. Вот я вяжу часто на 2,75, и они, где стык с леской, они стали расслаиваться. Вот, мне нравится, что здесь вот такая вот упаковочка. Положил, сложил, и все, спицы не теряются. Вот, еще одна у меня покупка была на Алиэкспрессе. Это те же самые спицы, только я их взяла уже по отдельности. Троечку я уже использую. Тут уже у меня 2,75, 3,5 и тройка. Тоже такие самые ходовые размеры. Пусть будут по несколько штук.
наверное, знали, да, знаете и слышали, что на Алиэкспрессе раздавали бесплатные там баллы, было у меня 300 баллов. Вот я добавила, еще купила там куколки, заказала маленькой Мичке обувку, одну пару, и вот эти спицы. И у меня получилось, что за все я заплатила 142 рубля. Вот, ну, то есть, считайте, одна спица стоит 40 рублей. У меня так вышло. Вот, следующее, что еще я брала на Валбересе, это вот пряжа Адоре. Она всем известная. 2 упаковочки пока мне пришли, еще придут, но это под проекты, под детские комбинезоны куплено. Значит, ну и будет... Я себе тоже хочу свитер связать. Мне эта пряжа очень понравилась. Это антипилинговый акрил. Кто не любит акрил, ну, не осуждайте меня. Я шерсть носить не могу. Не могу, я вся чешусь. Даже если я одеваю водолазку, сверху у меня вот есть свитера, которые теплые очень. И в холод я их одеваю на водолазку, я все равно вся чешусь. Ну, прям, ну, у меня дискомфорт. Но так как они, ну, реально сильно-сильно, там, если на улице минус 35, приходится такие вещи одевать. Вот. Но и акрил, кстати, греет, поэтому я хочу вот себе акриловые свитера связать, так как я же езжу за рулем, в машине у меня всегда жарко. Никогда не понимала людей, которые в меховых шапках сидят за рулем. Вот. Так что вот такая пряжа мне пришла. Это, как я сказала, антипилинговый акрил от Ярнарта. Здесь в 100 граммах 280 метров. По рекомендациям здесь рекомендуют спицы номер 4. Вяжется очень хорошо, скользит. Пряжа сыпучая, да. Я когда вяжу, беру из центра нити, тогда моток не так сильно рассыпается. Если вы снимете этикетку, то, ну, кто любит, лучше перемотать, чтобы вот, ну, не раздражало вот это вот, знаете, там оттуда выпало, отсюда выпало, не знаешь, как моток собрать, разобранный весь по всему столу. Значит, 2 цвета здесь у меня. Один как кофе с молоком, вот, а другой светло-светло-бежевый. Значит, светлый цвет это 367, а темный цвет 368. Между собой они очень хорошо сочетаются, как вы видите. Да, еще сюда беленького или темного коричневого такого добавить, будет прекрасный полосатик можно сделать. Вот такая у меня упаковочка и такая упаковка. Следующая упаковочка тоже Адоре. Это, сейчас я ее пошуршу, открою. Это такого называлась, она вообще пыльная роза. Вот такой цвет классный. Но мне напоминает, знаете, светло-сливовый цвет. Он вроде как, вот даже подойдет, я думаю, к фиолетовой неделе. С фиолетовым у меня была немножко проблема. Такой оттенок интересный. На картинке совершенно он был другой. Мне очень понравилось, да, вживую, когда я увидела. Я думаю, надо оставить и что-нибудь себе сварганить. Цвет это 344. Заявлен как пыльная роза, но, я говорю, он не пыльная роза. Он вот такой... Я говорю, что вот светло-сливовый. Ну, знаете, у каждого цвета передача цветоприема, да, я так называю это, разная. То есть, ну, мне вот больше напоминает это фиолетовый, да, цвет. Так, с Адоры все. И у меня пришло еще 3 упаковочки пряжи Софит от Color City. Сейчас покажу. Этой пряжи тоже уже... Ну так, нет, в свободном доступе, да, а мне с ней нравится работать. Буквально какие-то там остатки на сайтах есть, в каких-то интернет-магазинах. Сейчас вот так я открою, тут что залеплено скотчем. Вот, то есть вот такой красивый цвет. Это прям, какой это цвет, девочки, какой цвет это? Сиреневый? Да, скорее всего сиреневый, но у вас больше он идет как в синеву. Вот, а здесь по факту он идет больше как в розовый, да, вот цвет. Это получается, золотое колец называется Софит по германской технологии от Color City. Цвет здесь 218. Вот такая вот упаковочка. То есть были там
4 или 5 цветов. Синий мне не понравился, он какой-то такой грязно-синий, я его вернула. Вот, а остальные расцветки, я думаю, нужно будет взять. Знаете, когда распробуешь пряжу, а ее уже снимают с производства. Ну и, конечно, становится жалко. Так, что ее уже нет. Вторая упаковочка. Тоже все заклеено что-то тут скотчем. Непонятно, зачем вот это вот делается. Потом фиг откроешь. И упаковочка тоже портится. И вот хочется посмотреть. В принципе, девочки, я думаю, что так тоже видно. Это, знаете, такой яркая морковка. Вот, он переходит как вот светло-оранжевый, он и не желтый, и не оранжевый. Вот такой какой-то вот средний цвет, но цвет классный. Мне очень тоже он понравился. Я думаю, что прикольно будет с него повязать. Цвет 805. И третья упаковочка, это вот такой цвет. Заявлен был он на сайте как пепельный. И темно-бежевый, вот, темно-бежевый. Но тут темно-бежевым вообще не пахнет. Так, здесь хоть нормально. Ну, тут можно открыть еще не так сильно. Он мне напоминает болотный цвет. Классный цвет. Вот, смотрите, какой же он бежевый. Я вообще не вижу ничего в нем темно-бежевого. Именно он такой, именно болотный. Уходит немножко в зеленцу. Значит, цвет 408. Вообще оттенок мне очень понравился. Он какой-то, ну, классный. Классный, я такие оттенки очень люблю. Тоже, я как сказала, да, уже на фотографии совершенно другой цвет. Значит, по составу я не сказала вам, что это 100-граммовые моточки, 380 метров. В нем, так, это у нас получается 45% шерсть эластер и 55% шелк искусственный. Вяжется, мне нравится, я с него сейчас вяжу свитерок для старшей внучки. Ложится пряжа очень классно, в резинке не очень. Да, она такая немножко какая-то расхлябанная получается резиночка. Вот, но я думаю, что в итоге это должно спасти. Софит очень похож на пряжу бриллиант. По составу похожи они, и по скрутке похожи, и по вот этой белесне, да, вот что они вот блестят. Вот, очень приятная пряжа, не колется абсолютно, хотя тут 45% шерсти. Так что жалко, что ее тоже нет. Мне она понравилась. Вяжу я ее в одну нить на спицах номер 3. В 2 нити, очень многие вяжут в 2 нити, но мне нравится в одну. Ну и такой маленький, это просто пробная такая закупка была. У меня посмотреть, что это вообще, что это за пряжа. Тоже от Color City. Ангора называется, кролик серебристый. По германским технологиям. Здесь получается 40% кролика, 10% мохера, 50% акрила. Вы знаете, вот, наборчики были по 3 штучки. Я думала, что если что, возьму на подмот. Тут в 100 граммах 500 метров. То есть вот просят меня мужчины, да, связать носочки. И почему-то они всегда скептически относятся к носочной пряже, которая тоненькая. И вот думаю, возьму что-нибудь такое на подмотик, чтобы было потолще носочек и был для них попривычней. Вот, и поэтому думаю, дай попробую, что это. Очень приятная пряжа. Первый раз я с такой сталкиваюсь. Очень приятная и на ощупь. И вот прикладывала к шее. Мне кажется, что она даже не колючая. Изделие, конечно, я не знаю, может быть, кто-то, если вязал с такой пряжи, напишите в комментариях, посоветуйте, как она пушится, не распушается, что вообще, с чем ее едят, как говорится, какая она. У меня здесь, конечно, по одному моточку, это ни на какое плечевое изделие мне не хватит, но если действительно она не колючая, как вот, знаете, вот на руке вообще не чувствую, вот к шее, когда прикладываешь, ну, может, чуть-чуть какая-то, знаете, вот прям легкое покалывание, но когда, получается, нагревается, да, тело, соприкасаясь, да, с этим моточком, эта колкость проходит. Было бы прикольно с такой, даже на швейной машинке, на вязальной машинке связать в одну ниточку тоненькую водолазочку. Я бы с удовольствием ее бы носила, мне кажется, она бы очень хорошо грела. Так, по рекомендациям здесь... Рекомендуют спицы 3,5-4.
Вот, ну, ручная стирка, в машинке нельзя. Вы знаете, колор тут заклеен, но вот прослеживается 308. Это получается, да, 308. Это получается такая, как, знаете, но он больше как бирюзовый цвет, но бирюзовый с такими беленькими прожилками. Бирюза какой-то в зеленцу уходит, что-то голубое проскакивает. Тут и вот он неоднородная пряжа, вот если приглядеться, она такая даже еще какая-то меланжевая. Вот, ну это вот такой серый цвет, Color 2503. И здесь получается пыльная роза, Color 2202. Это что касается ангора, кролик серебристый. Точно такой, также от Color City я взяла другой набор. Получается индийский мохер. Просто мне интересно было сравнить. По составу они похожи. Даже вот смотрите, по цветам, если смотреть, эти два цвета вообще очень похожи. У них даже номер цвета одинаковый, 2202. И здесь вот 2202. Но по нитке, по скрутке, вот это как будто бы скручено поплотнее, да, она вот прям какая-то однородная. Прям однородная, плотная такая скрутка идет. Здесь скрутка идет более слабее. И видно прям вот эти вот перекручивания нити, они, ну вот визуально даже видно. Этот моточек, он поменьше, этот моточек побольше. Но тут тоже 100 грамм. И по составу, смотрите, здесь уже идет 45% мохера, 15% кролика и 40% акрила. По идее, эта пряжа, она должна распушиться больше. И визуально видно, что здесь больше пушка. Вот, ну тоже, ну, метраж здесь поменьше. Здесь метраж 490. То есть пряжа, по идее, должна быть потолще. Вот. И визуально видно, что здесь скрутка не такая плотная, как вот эта вот ангора. Вот так, что это у меня индийский мохер называется. Также от Color City. Метраж я вам сказала. Рекомендуемые спицы тут от 2,5 до 4. То есть уже здесь можно вязать более... Блин, чешется нос, стал чесаться нос после вот этой индийского мохера. Так, здесь у меня уже тоже брала на носочки, на подмоты. Здесь уже, как видите, вот этот серый, уже видно, что вот это как серебристо-серый, а это больше даже светло-бежевый, да, в бежевый цвет уходит. Здесь цвет у нас 29601. Вот. А это вот белый цвет идет 2002. Но он такой беленький. И он, знаете, белый так вообще весь он пушистый, пушистый такой. Вот, прям пушок виден. Вот он. Вот, так что интересная пряжа. И тоже по ощущениям, ну, она не колется. Как будто бы не колется. Если сравнивать с Alize Angora Gold, то Angora Gold вообще колючая, и пряжа намного по тактильным ощущениям, ну лично для меня, да, она грубоватая. Так, вот какие вкусняшки у меня. Ну и я ездила к своей подруге, вот, выйдет недельный влог, там вы увидите, я вязала ей в подарок. Не то, что в подарок, это был заказ, но это заказ как бы для подруги. Деньги, естественно, я с нее не брала, она только купила пряжу мне. Ну и для, как бы отблагодарить меня хотела хоть чем-то, она мне подарила вот такую вот пряжу. А что нам приятно? Естественно, это пряжа. Значит, это тоже китайский мохер, я так поняла. Так, по составу здесь 50 граммах 410 метров. Но тут, видите, написан состав на русском. Тут 35% мохнатый, наверное, это мохер. 30% шерсти, 32% акриловая кислота, значит, акрил, наверное. И 3% металлический лист. Металлик. Видите как? Ну, хотя бы так перевели. Вот. Значит, пряжка очень тоненькая. Давайте так вот сниму. Она переливается. Здесь есть еще микро-микро пайетки. Сейчас я постараюсь найти ниточку. Кстати, я нашла, что есть такая пряжа на Валбересе. Там в разных цветах. Вот, нашла нитку. Сейчас будем с вами ее рассматривать.
Микропаетки здесь есть, вот так вот, если посмотрите, да, я надеюсь, что вы видите, да, что здесь мультиколор такой. И вот маленькие-маленькие пайеточки. Вот пайетка, вот, она не так частые, вот она. Но я думаю, что здесь эту пряжу можно использовать в подмот. Я не думаю, что с нее вяжут самостоятельное изделие. Ну, может быть, кто-то паутинку с такой вяжет. Я, видите, паутинки не ношу, не очень-то люблю я это дело. Вот, смотрите, вот здесь вот пайеточка. Вот она, вот, видите, маленькая. Нитка такая мягенькая. И вот, если кончик посмотреть, нитка состоит из нескольких нитей. Вот раз, основная вот эта ворсистая. Два, это, наверное, ниточка люрикса. И третья ниточка, ниточка с пайетками. Вот она, прям 3 нити видно. Вот она. Я надеюсь, видно вам. Пряжа очень интересная. Вот ее бы с чем-то скомбинировать мне. Может быть, я успею. У меня тут совместный проект есть, да, пряжный микс. Может быть, я ее где-то использую. Пряжа очень интересная. Но я вообще вот такой вот черной блесками очень люблю. Как ворона. Ну да, блеску рознь. Ну, нравится мне, когда вот, ну, красивая пряжа. Я думаю, что в других цветах она тоже будет хорошо смотреться. Ну вот в упаковочке идет 5 мотков. Этого за глаза хватит связать как подмот, так и какое-то плечевое изделие. Но больше, я думаю, для комбинирования подойдет она. Вот. Так что вот такие мои покупки, девчонки. Я очень довольна. Давно я себя не баловала, все сдерживала. Сейчас вот столько красоты. Садись и вяжи, лишь бы было свободное время. Вот. Спасибо, что остаетесь со мной на канале, что вы такие терпеливые ждете мои видео. Огромное спасибо всем новым прибывшим, которые подписались и наблюдают за мной. Своим старожилам подписчикам тоже большое спасибо. Все, всем пока-пока, до скорых подключений.